Всем привет, друзья мои! Приветствую вас на канале Soft Decor. Сегодня покажу, как связать круглый коврик очень быстро, очень легким способом по спирали столбиками без накида. Вязать я буду из шнура карамель. Вот у меня два цвета, один папайя и крем-брюле. Шнур полиэфирный, без сердечника. Приобрести его можно со скидкой 5% по моему промокоду в описании под роликом. И вязать я буду крючком номер 5. Начну с темного шнура. Делаем кольцо. Вытягиваем петлю и в нее еще одну. И сейчас в это кольцо нам нужно провязать, не считая вот этот столбик, еще 7. 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Затягиваем кольцо. Так, затянула кольцо. Потом я еще потуже его затяну и спрячу вот этот шнур. И начинаем вязать следующий ряд. В первую же петлю по спирали. Туда провязываем 2 столбика без накида. Один и сюда же второй. Чтобы вы сразу не запутались, перед этими двумя столбиками я надену маркер. Теперь я беру шнур другого цвета. Ввожу крючок в следующую петлю и тоже мы провязываем 2 столбика уже другим цветом. Все эти хвостики мы провязываем, прячем. Раз, два. Провязали 2 столбика, меняем цвет. И так будем чередовать и вязать по 2 столбика в каждую петлю. Меняем. Ну вот, я провязала первый круг. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 столбиков. Вот этот хвостик я отрежу. Можно его немножко подпалить. И вот этот я сейчас возьму крючок потоньше и протяну вдоль первого ряда. Вот так вот протяну покрепче и обрежу. Продолжаем дальше. Переходим на следующий ряд. И сейчас мы будем вязать в первую петлю 1 столбик, во вторую 2. 1, 2, 1, 2. И так по всему кругу, меняя цвет. Вяжем 1,
Пока еще можно маркером отмечать, чтобы не запутались. Дальше пойдет уже намного проще. Дальше вяжем 2 столбика. Меняем цвет. 1, 2. И так до конца круга. 1 и 2. Меняем только цвета. Заканчиваю. Следующий ряд. 1 и 2. И сейчас в этом круге у меня получилось 24 столбика. Итак, с каждым следующим кругом у вас будет увеличиваться на 8 столбиков. Следующий ряд. Меняем цвет. Сейчас вяжем по 1 столбику, а в следующую 2 столбика. 1, 2, и сюда 2 в 1 петлю. Сейчас будет все намного проще. С каждым рядом вы, соответственно, в следующем ряду будем вязать первые 3 раза по 1 и в последнюю 2 петли. Следующий ряд 4 и 2 петли в последнюю. Все время в последнюю петлю будем вязать 2. Поменяли цвет. 1, 2. Сюда 2 в 1. И так вяжем до маркера. Заканчиваю ряд. 1 столбик, 2 и в последнюю 2 в 1. И переходим на следующий круг. Ну, я думаю, вы смысл поняли. Сейчас я вяжу 3 столбика по 1. 1, 2. Так, не спрятала шнур. 2, 3. Связала 3 по 1. И вот в последней мы всегда будем вязать 2 в 1. Вот. Все так продолжаем. Увеличиваем каждый ряд на 8 столбиков. И уже вяжем размер, какой вам нужен, смотря что вы вяжете, салфеточку или коврик. Я продолжу и покажу, как я закончу. Ребята, посмотрите, какая она получилась классная. Ну, я думаю, это будет у меня салфетка. Я, конечно, ее отутюжила, отпарила. Она еще немножко у меня сырая, но если вы поставите под пресс, то она вообще станет очень плотная. И сейчас я вам покажу, как закончить. Последний ряд у меня был, сейчас вам скажу, сколько петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков у меня было. И вот в последний я провязываю 2. Знаете, я сначала хотела
провязать еще один круг чисто бордовым цветом, сделать какую-то окантовку, но потом я поняла, что она такая красивая, и мне совершенно не хочется ее больше ничем портить, и поэтому я сейчас этот ряд без обвязки и закончу. Смотрите, вот я вторую петлю, так, вот одну я провязала, вот, сейчас провязываю вторую, но не до конца, а провязываю ее бордовым цветом. Просто нужно красиво соединить, и чтобы цвет был бордовый. Сейчас я отрезаю наши шнурочки, бордовый вытягиваю, я взяла крючок поменьше, троечку. Светлый мы спрячем вдоль последнего ряда. Через петлю вытягиваем за заднюю стеночку и соединяем с этой же петлей. Так как мы вязали по спирали, может быть немножко виден вот этот переход, но вот она у меня сейчас влажная. Вы когда будете ее отпаривать, то вы, пожалуйста, придайте ей более ровную форму, и потом уже тогда ставьте под пресс. Вот, все. И с обратной стороны я сейчас эти хвостики все спрячу вот вдоль, здесь бордовых ниточек, здесь вдоль светлых. Так, вот я шнур отрезала, спрятала, обрезаем. Можно немножко подпалить, даже нужно. Все. Моя салфетка готова. Очень мне понравилось. Сама не ожидала, что мне так понравится. Так, вот где мы заканчивали. Фактически переход и не виден, несмотря на то, что мы вязали спиралью. Ну вот и все. Надеюсь, вам урок, как всегда, понравился. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за внимание. До свидания.